Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Кто появится скоро в вашей жизни? Вот давайте узнаем. Именно поинтересуемся, кто. С позиции человека. Я должна признать, что раскладов, в принципе, на отношения у меня не так много на канале. Попробуем исправить. Ну, я не говорю, что это будет обязательно любовная сфера. Возможно, именно как персона. А у нас сейчас с вами время такое, когда именно коммуникация определяет наши победы где-то, да, и пусть это только самое начало. Ну, давайте вот узнаем, какие люди, может быть, идут в вашу жизнь. Хотя тут не загадаешь, может быть и правда. Историю любви нам раскроют карты. Итак, скоро кто появится в вашей жизни. Вначале выполним сигнификацию, чтобы понимать, насколько данный расклад подходит лично вам. Что о вас, о вашей жизни нам расскажут карты. Вот тебе на. Пятерка кубков, разочарование какое-то. Знаете, это такое глубокое сожаление. Да, это уже даже мы понимаем, что в принципе, может быть, зря на что-то надеялись. Когда самые чистые мечты, помыслы, и неважно, сколько вам лет. И, кстати, я должна сказать, наш расклад подойдет одинаково, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Но вот знаете, идет с одной стороны по этой карте осознание где-то, да, осознание того, что, ну правда, тут вот мы не можем повлиять на решение конкретного, допустим, человека. Может быть, сейчас у вас и обстановка какая-то сложная, ну, любовь любовью, а тут еще какие-то тысячи неопределенностей объективные есть. И да, сожаление, оно присутствует, но все же это вот, знаете, как финал каких-то положительных эмоций, финал, безусловно, потому что сейчас на смену, может быть, какому-то восторгу, на смену воодушевлению приходит, тем не менее, знаете, как осознание или прояснение, может быть, кто-то недавно узнал важную новость и понял, что заблуждался или зря надеялся. Вы сейчас как будто, да, вам непросто. Более того, тут есть как и эмоциональный фон по пятерке кубков. То, что мы очень хотели, но это так и не стало частью нашей жизни. И семерка жезлов – это воздействие на вас со стороны, может быть, разных людей. У кого-то эта карта будет показывать, что вы сейчас находитесь в той сложной ситуации, когда вам, может быть, многозадачность какую-то нужно решить. Может быть, и финансовый вопрос, а он вытекает из вопроса работы. У кого-то и по жилью, может быть, тут вот есть, нам показывают человека, который, ну, где-то устал. Устал в первую очередь от того, что постоянно что-то на вас давит, постоянно вы кому-то нужны. И, скорее всего, на людей безответственных никто не давит, и, в общем-то, никто и не надеется, и к ним и не обращается. Поэтому могу сказать, что вы, скорее всего, тот человек, который либо долгое время всем помогали. Вот смотрите, про любовь нам все-таки говорят. Может быть, это касалось ваших близких. Возможно, это взаимодействие с конкретным человеком, да, когда вы остались один на один. И вот вам именно сейчас приходится решать тысячу каких-то вопросов. И с одной стороны есть и неверие, это понятно. Но, видимо, еще пока воспоминания какие-то, они вас не оставили. Но двойка кубков нам так вот немножко говорит о том, что есть все же. Тут не только деловая сфера. И даже если вы вынуждены, жезлы – это дела, работа, бизнес. Но есть и та история, которая коснулась вашей души. Разлад, мои дорогие. Какой-то был разлад, непонимание, в принципе, или столкнулись вы с человеком, который, ну, быстро меняет свое мнение. Возможно, и вас, знаете, как окунули в какой-то омут обещаний. По пятерке жезлов нам обещать могут, но вот именно обещания, а конкретных действий, как правило, не следует. Что еще о вас и то, что у вас сейчас? Отношение конкретное может быть, когда не просто встали на паузу. Возможно, вы и как, даже если вы проживаете вместе, но, может быть, нет как такового общения. Вы люди как на расстоянии. Возможно, у вас сейчас, вот я такого тоже не исключаю,
Даже, да, личная история, но вы понимаете, вам нужно проконтактировать с этим человеком, потому что не решены ряд вопросов для вас, деньги и работа. Пока я там что-то, вы так можете рассуждать, да, вот насколько вам подойдет расклад. Пока я там с чем-то определюсь. Мне, ну, какой-то вариант подушки безопасности или запасного аэродрома не помешает. Или, если аэродрома нет, хотя бы для самой себя, ну, мужчины, перекладывайте на себя. Так вот, мне для самой себе хотя бы не создать дополнительных сложностей. Самой себе не устроить какую-то каталасию, будем говорить, когда мало остальных проблем, так на тебя еще навалятся какие-то. Что же это такое? Туз мечей. Правда, путаница. И вы знаете, вот по той грусти или той печали, да, разочарованию, вы ведь как будто уже приняли важное решение. Вы уже себе, может быть, даже точно сказали, в эти отношения я не ногой. Пусть это по работе, значит, я на это не соглашаюсь. Если я ищу новую работу, значит, изначально я уже пытаюсь максимально прояснить по конкретным темам, пунктам, что я могу ожидать. Потому что есть обман. Вот это разочарование. Может быть, это скрытый обман. И у кого-то это проиграется, тут действительно... Ну, вот все карты у вас собрались, которые не пойми что, ну, давайте так. Именно которые эмоциональный фон показывают, которые не оптимистичны, увы. Вы ищете выход, безусловно. И вы как будто уже в шаге от важного решения. Или, вполне вероятно, кто-то из вас уже получил какую-то новость. Но вот что с этой новостью делать? Если мы спросили, кто скоро появится неожиданно. Вот, может быть, уже какой-то человек и появился. А у вас там как будто бы уже нет, может быть, нет какого-то душевного подъема заново начинать или заново верить. Или, может быть, какая-то история, которая... Даже она у вас сейчас тянется, да, но тогда вы хотите, наоборот, ее быстрее закончить. Единственный пункт, тут, правда, вас что-то все равно как будто держит. До финала какая-то история не доведена. Но буквально по верховной жрице мы словно и так и эдак думали, голову сломали. Может быть, вы сейчас где-то настроены. Удивительно. Всегда, как и жрица, так и луна, это запутанная история, это тайны. Более того, это я часто говорю, по Луне это как сумерки, да. Интуиция. Может быть, вы живете сейчас практически как по интуиции. Потому что логике, то, что происходит в вашей жизни и вокруг вас, это не поддается. Может быть, вы в какой-то сложной ситуации, положении находитесь еще и от того, что вот то, что внешнее, вы не можете это не учитывать. Вы как бы сейчас, ну, нет как бы, знаете, да, фундамента, нет вот какой-то базы, на которую можно опереться. А вот что это за состояние такое? Так и хочется спросить. И тут, правда, человек, который пытается просчитать, даже, может быть, вы прежде таким не занимались. Может быть, раньше вы отмахивались вообще, когда слышали слово «интуиция». А тут у вас могла так сложиться судьба, что кроме интуиции как будто и надеяться не на что. Как будто я сама себя не предам, а вот все остальные могут. Тут нам четко говорят о человеке, который находится не с одной проблемой, вот давайте подведем итог, а с несколькими проблемами в данный момент. Тут какие-то жизненные ребусы, которые, может быть, и складываются в один большой, да, но это как кубик Рубика. Попробуй понять, с какой там стороны начинать нужно, да, это складывать. Ну, я образно говорю, думаю, понимаете мой сленг. Ну, кто-то знает и очень быстро умеет разобраться, да, видимо, логика или я не знаю, что там работает. Ну, я так больше, может быть, про себя такие эпитеты привожу, потому что я за свою жизнь ни разу не собрала, я вам честно скажу. Хотя даже мои внуки делают это очень быстро. Ну, это фантастика, это необъяснимо. Но мы все разные. Но это такое лирическое отступление. Ну, вот смотрите, мои дорогие. Какая-то ситуация в вашей жизни достигает пика 2 туза. Именно за тем, чтобы, может быть, как вот этот запутанный клубок противоречий начал распутываться, или вы могли за, ну, знаете, как вот за эту нить потянуть, и, может быть, далее одно событие потянет за собой другое,
И вы будете видеть, что да, постепенно начав, может быть, даже решать одну какую-то тему, или вам нужно словно оттолкнуться от чего-то. И вот вы, это знаете, как точка сборки. И вы ее найдете. Может быть, вы ее уже нашли где-то. И понимаете, чтобы мне решить мой вопрос, нужно начать с какого-то очень маленького шага. Но потребуется от меня настойчивость. Вот такая решительность, которая, ну, может изменить мою жизнь, ход событий даже моей жизни на 180 градусов. Два туза, по сути дела, те, которые, с одной стороны, я часто говорю, выход из лабиринта, а туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Может быть, и вы вот именно чувствуете, о чем-то еще пока сожалеете, да? Но и в то же время интуиция вам говорит, а вот нет, ты не расстраивайся. У тебя сейчас так будет все меняться. Или ты оказался в таком водовороте событий, что тут даже от твоего желания что-то на 100% не зависит, а может быть и на 50%, потому что все карты такие собрались. Но, значит, твоя задача пройти по ситуации, но как будто сохранить одно какое-то зерно. Или вот начало, может быть, какой-то маленький пункт, который вам нужно развивать, продолжать, или как будто найти, вот, как я сказала, точку сборки и следовать дальше. Но вот насколько наш расклад, сигнификация подходит лично вам, решайте. Но это, знаете, кстати, ни одна карта не говорит, что вы что-то ждете. Нам показывают того человека, который вообще никаких чудес не ждет. Скорее, даже если мы говорим об интуиции, если и есть все-таки, да, предчувствие, может быть, первая мысль, чтобы не было хуже. Вот, кстати, да. Не то, что завтра там кто-то придет, словно волшебной палочкой махнул, и все вопросы решились. Нет, тут человек столкнулся с таким жестким реализмом, когда, возможно, кстати, в деловой сфере где-то или по документам, по дому, да, ну, что-то материальное более, фиаско. Так тут и в личной жизни тоже не разбери, поймешь. Ну, вот какое-то состояние такого, знаете, сложного одиночества. Вот такая сигнификация. Ладно, давайте будем смотреть, кто же там скоро появится в вашей жизни. И пусть это появится что-то восхитительное, искреннее, надежное. То, что позволит вашей душе, как минимум, отдохнуть. Итак, так и построим наш вопрос первый, потому что уже по сигнификации понятно. Дополнительные вопросы, в общем-то, и не нужны. Итак, кто появится скоро в вашей жизни? Ближайшие события. Кто скоро появится? Именно кто? Появится какой-то человек, которому, возможно, вот, кстати, карта башня, у которого тоже сейчас в жизни трансформация. И это старший аркан. Этот аркан будет говорить, что ты и сама или сам можешь оказаться в такой ситуации, словно в башне, да, как будто что-то рушится. Меняются законы, меняется какой-то порядок. Вас буквально судьба может свести с тем человеком, который на вас не похож. Или с тем человеком, который где-то вам встретится, когда вы решаете сложные вопросы. Кто знает, может быть, для кого-то именно судьба, она непостижима и сводит людей в те минуты, когда для двоих какая-то сложная ситуация. Но точно так же мы можем говорить, может быть, вы знали этого человека. Тогда у человека что-то происходит в жизни, это у него какая-то башня, мы все-таки спросили, кто появляется. Поэтому нам сейчас будет давать, ну, некоторую сигнификацию или как место встречи какое-то, да, или обстоятельства, при которых это может произойти. Ладно, кто появится скоро? Тот человек, которому будет очень тяжело. Ну вот интересно, кто появится скоро, а вот теперь понятно. Видимо, вы настолько сильная личность, и неважно, кто смотрит, мужчина или женщина. Вы настолько сильная личность, что люди, все-таки аркан императрица, люди считывают вашу силу. Кто-то скажет, а какая я сильная? Откуда эта сила? Я сейчас как вроде поверженная, да? Но ведь сила-то, мы говорим, не буквально физическая. Сила духа, мои дорогие.
воин в душе. Это очень важно. И очень часто даже в тех ситуациях именно человек, который умеет как бы, да, не терять самообладание, вот, пожалуй, это ключевая фраза, он и притягивает к себе других людей, потому что иногда и физически сильные люди тоже оказываются в тех ситуациях, когда они слабее даже того человека, который слабый физически. Вот карта императрицы еще и карта того человека, который всем помогает. Поэтому я могу четко сказать, что, скорее всего, либо это будет новая какая-то ситуация, потому что аркан башни, или вы окажетесь в чем-то подобном, и у вас-то вот сильная позиция будет, а человек будет, знаете, как поверженный, или как будто пораженный каким-то событием. Может быть, это будет связано с тем, что человек получит какую-то новость, или, может быть, у человека так сложилась судьба, что он оказался в патовой ситуации. Он ищет единомышленника, он ищет родственную душу. Но я, честно говоря, не могу с точкой утверждать, что это для вас-то лично родственная душа. Потому что сигнификация, да, хоть и императрица, мы спросили вроде как о человеке, и, конечно, расклад общий, для кого-то, может быть, из мужчин, как встреча с какой-то женщиной, которую вы, скорее всего, знали. Или той женщиной, которая очень ресурсна. Возможно, это у кого-то банально, да? Вот мы можем такое переложить. К примеру, вы столкнулись какое-то время тому назад, ну, в принципе, это может относиться и к девочкам. Вы можете столкнуться с человеком, который был когда-то вашим руководителем. Вот даже такую банальную ситуацию рассмотрим, чтобы вы лучше понимали меня. Может быть, прежде вы вместе работали, и, может, даже не руководитель, а были какие-то контакты с человеком, который, ну, все равно был, может быть, даже ресурсен, чем вы, к примеру, или обладал какими-то рычагами влияния, да, ну, как бы больше возможностей было в руках. Потом, возможно, человек этот увольняется, и у кого-то встреча все-таки может произойти по части работы. Когда вы случайно где-то встретитесь и узнаете что-то об этом человеке, может быть, он уже делает карьеру, или он уволился, и, ну, вот будет какая-то данность, вы не случайно кого-то встречаете совсем скоро. А если это тот человек, который нуждается в поддержке, в защите, ну, тогда, вы знаете, я все-таки не могу сказать, что вы должны сразу же откликаться. Ну, давайте посмотрим, кто скоро появится в вашей жизни. Ах ты, елки-палки, так и хочется сказать, потому что пятерка жезлов, это шла в сигнификации карта. Человек из прошлого. Человек, тот, которого вы действительно встречались, работали, может быть, любили. И, скорее всего, к вам обратятся, потому что даже если, как не сложилось что-то у вас с этим человеком, или даже был конфликт, тоже проходит трансформацию человек, и, скорее всего, в эту минуту он ищет тех, кому он может доверять. Тот человек, который живет один, карта отшельника. Тот человек, который, кстати, ну, я тут, знаете, так не берусь судить, но тем не менее, и нам не выпала карта справедливости, да, которая говорит о карме. Но тем не менее выпала карта трансформации. Здесь может быть тот человек, который с вами поступил, назовем это так, не очень красиво. И у каждого в своей области 3 старших аркана. Вы это изменить не могли. Но, видимо, проходит время, и какую-то его, такую грубую ошибку. Высшие силы, это как судьба, человеку возвращает. И он, может быть, сейчас сидит и анализирует, а на самом деле, какие люди надежные были в моей жизни. С кем, возможно, я простился, поторопясь. И, может быть, принял какое-то решение, а оно было не очень умным. Но все же, вот понимаете, и есть что-то невидимое, да, вот как мы и называем судьба. И иногда, когда вам тяжело, когда вы оказываетесь в таких сложных ситуациях, вы ведь тоже где-то болеете, да, эмоционально.
В эти минуты мы отправляем в пространство, может быть, много вопросов, которые крутятся вокруг темы, почему это произошло, почему это случилось со мной, почему человек так поступил, почему нет правды в жизни. Вот знаете, вот такого рода какие-то вопросы, которые сложные вопросы. Но мы в пространство отправляем, это такая мыслеформа. Пусть проходит какое-то время, никто не знает, как судьба работает, да? И вот здесь вот что-то подобное происходит, когда, накапливаясь, аккумулируясь какая-то энергия, состоящая из мыслей. Кстати, может быть, человек так вообще себя вел. Неважно, работа, личная жизнь. В личной жизни он, в принципе, со всеми легко прощался. Или она. Жил, не думая. Или руководитель, который, да, если мы берем все-таки рабочую сферу, который тоже считал себя, ну, как тот император, да, есть мнение мое и неправильное. Но, значит, судьба поправляет. Она и нас поправляет. Может быть, чтобы мы не замечтались, увы. Но и вот карма работает в отношении тех, которые поступают не очень правильно. И это не мы воздействуем. Это так складываются обстоятельства в жизни у человека. Ладно, давайте узнаем дальше. Кто появится скоро? У кого-то это история, которая личной жизни касалась десятка кубков и была связана с тем, что вы даже либо вместе проживали, может быть, у вас и дети есть, или когда строились вот эти планы. Но может быть, каким-то образом это не сложилось. Возможно, появится скоро человек, и он будет видеть именно вас как возможность решить какой-то свой вопрос. Или, может быть, у кого-то из вас могут точно так же появиться возможности по части, давайте прямо скажем, вашего дома, семьи, решения вопроса по недвижимости. Скорее всего, вот такое тоже иногда. Я не знаю, каким образом это, да, но, может быть, вы о своей истории, понятно, знаете больше, чем я. Это, знаете, как ситуация, когда вы кому-то, как двери в какие-то, вы стучались многократно, а потом поняли, да нет там этой двери, там какая-то глухая стена. На самом деле вас как будто, знаете, вот за этой стеной и видели, и слышали, но почему-то не откликались. Вот сейчас может создаться, мне сложно представить, какая ситуация, тут действительно как по судьбе, когда вам пространство будет возвращать какие-то возможности. Но это не так, что мы, знаете, ладони подставили и нам звезд насыпали. Нет, конечно, тем более королева мечей. Вы и, кстати, люди, с которыми вы будете контактировать, с которыми именно происходит какая-то, кстати, по башне здесь могли быть и вообще разрушены какие-то взаимоотношения. Но будут искать к вам подход, какие-то ниточки, лазеечки, чтобы возобновить общение. Или, может быть, даже человек хочет решить свою какую-то тему. Но я должна точно так же сказать, что человек хорошо понимает, что и вы можете как дать отворот-поворот, кто появится неожиданно. Вот какая-то запутанная история, которую мы с вами точно видели по сигнификации, карта конфликта, какого-то запутанного конфликта или какой-то не просто даже сбивчивая информация, а когда нарочито для нас, для вас сделали что-то со знаком минус. И все же тут для кого-то из вас это пусть будет личная история. Тут больше, наверное, не совсем вопросы работы, но если вы смотрите, у вас это совпадает, я могу предположить, что, значит, либо человек все равно будет, который вам принесет эту весть, и она будет касаться либо знакомой персоны, да, но с которой у вас прежде был конфликт, либо действительно произойдет неожиданная встреча с тем человеком, который, возможно, как я говорила, там уволился, ушел. Вы долгое время его не видели. Но сейчас какое-то возобновление, оно вот у вас как будто совсем скоро будет. Вот вы знаете, вот эта путаница, честно говоря, нам продолжает одну и ту же историю. Где-то ведь нам говорят, королева мечей, еще и о том, что есть такое, что мы как будто не можем принять все.
Мы от части чего-то вынуждены отказаться, потому что для вас это какое-то бремя или какая-то ситуация, в которых могут предлагать вам неправильные условия, или то, что для вас не имеет ни смысла, ни толку вообще, и ни в лад, и ни в попад. Ну вот поэтому давайте мы с вами узнаем, что это для вас приходит с тем человеком, который появится скоро. А тем не менее, это какое-то известие, для вас это какой-то шанс, и как будто вам придется договариваться. Посмотрите, старший аркан влюбленная. Правда, у кого-то история любви. Что для вас тот человек, который появится неожиданно, внезапно, может быть? Паш мечей. Он вам принесет не одну какую-то новость. Он вам, скорее всего... Кстати, человек может быть заинтересован в вас именно потому, что вы ресурсны. Вполне вероятно, здесь это будет связано у кого-то как с новостью, которая, знаете, может касаться не напрямую или вот так разговор построится. Вам человек будет рассказывать о том, что у него сложилось в жизни. Может быть, он вам какую-то фразу скажет, которую раньше не сказал. Может быть, он с вами поделится чем-то сокровенным. Может, это буквально пара-тройка слов. Но то, что раньше не было сказано, может быть, по этой причине у вас и сложилось недопонимание, когда вы перестали верить человеку. Вот есть какой-то такой пункт, который вам вот откровенно, искренне человек может произнести. Что это для вас, этот человек? А вы будете думать, а зачем мне все это надо? Вы знаете, вот вы, правда, столкнетесь скоро с той персоной, которую, возможно, кто-то, в принципе, как и не собирался видеть, слышать, но как-то так вот складывается. У вас будет внутреннее чувство такое, что мне хочется как будто убежать в другую сторону. Или мне хочется, например, если это телефонный разговор, положить трубку и не продолжать. Или если вам кто-то пишет, допустим, да, тут ведь по-разному будет, то вам захочется не отвечать. А тем не менее, нам все карты говорят, влюбленные. У вас 2 шестерки. 6, я говорю всегда, что это символ своего рода победы, потому что 6 по нумерологии это вершина нашей активности. Это результат всегда, мои дорогие. Стало быть, как и старший аркан, так и 6 пентаклей, это помощь высших сил, кстати. Вот зачем-то высшие силы по судьбе вам посылают именно того человека, с которыми вот вам, может быть, и не контактировать не хочется. Ну и даже, в принципе, вы уже где-то провели те параллели, исходя из прошлых ситуаций, когда вы уже не думаете. Но, может быть, только сожаление, вот как мы по сигнификации говорили, да? И теперь, когда человек сам оказывается в подобной ситуации, к вам он обратится. И причем с новостью какой-то может обратиться, а потом, знаете, это как для человека, ему сейчас очень будет важно какую-то зацепку в отношении вас найти. Чтобы вы вот как раз, может быть, не положили трубку, чтобы вы ответили, чтобы вы продолжили какое-то общение. Но для вас-то ведь тут тоже все-таки 6 пентаклей для вас. Для вас есть какой-то положительный момент. А давайте мы спросим, что доброго для вас идет в вашу жизнь с этой персоной, с этим человеком? Для вас что доброго? Не, мои дорогие, тут правда. Тут трансформация. И эта трансформация, если мы говорим башня, это ведь нам не говорят, что история закончилась на 100%. Она могла закончиться. И у кого-то могли пройти годы. И потом это все равно как возобновляется. И посмотрите, 2 десятки кубков и пентаклей. Для вас это, ну, это опять же дом, семья, решение какого-то важного вопроса, даже если по финансам. Это стабильность, безопасность. Или это какой-то новый вариант с учетом туза пентаклей. Это всегда возможность, это шанс. Но есть вам какой-то шанс, как идет он по судьбе, и он будет говорить о том, что вы ведь сейчас в сложной ситуации. Тут вот как помощь, может быть, даже человека. Кто знает, человек нуждается именно в
каком-то эмоциональном, может быть, фоне более добром. Или ищет, как я говорила, искренних людей. Может быть, раньше человек, ну так вот легко путешествовал по жизни и легко отказывался от некоторых контактов. Вот здесь, правда, карма сводит, судьба сводит. Вот эта трансформация, которая происходит в жизни каждого, но, может быть, даже в разные сроки. И вот ваш человек или тот, кого вы скоро встретите, каким-то образом вам поможет и финансовый вопрос решить. У кого-то, может быть, это даже касается взаимоотношений и, может быть, и жилищный вопрос. Я не говорю это с точкой, сейчас мы достанем еще одну карту. Но какой-то положительный момент точно он есть. Этот человек может принести в вашу жизнь перемены, мои дорогие. Возможно, это будет какое-то предложение. Точно. Возможно, это будет как такое робкое предложение. Может, для начала даже это встретиться или что-то обсудить, что-то продолжить. Кстати, может быть такой подход больше, да, с деловой позиции. И даже если у вас история личная, чувственная, да, или история любви, то, скорее всего, не с объяснением любви человек появляется, а с того, что, или как я говорила, да, как какая-то сложная обстановка, атмосфера вокруг вас соединяет двух новых людей, как бы, ну, вы раньше не встречались, это новое знакомство. И это тоже, знаете, в любом случае, начало будет, оно такое более деловое, или назовем это более дружеское, или обсуждение, или рассказ о себе. Знаете, иногда люди встречаются в поездке даже, да, когда мы уверены, что человека мы, того, кто нас окружает, ну, поезд, самолет, все что угодно, да, может быть, автобус. Мы уверены, ну, если перемещение какое-то не на 5 минут, понятно, а на более такой далекий срок, когда именно попутчики и понимают, что мы этого человека видим один раз в жизни. И очень часто люди начинают откровенничать, да, даже если новое какое-то знакомство. И будьте просто внимательны. Какой-то человек, который появляется в вашей жизни, может именно вами заинтересоваться и начать разговор как ни о чем. Или начать разговор, и быстро, может быть, он перейдет на ту сферу, которую он недавно пережил. Ну, у кого с чем тут будет связано? Посмотрите, король Пентаклей, мои дорогие девочки. Конечно, по этой карте идут люди надежные. По этой карте идут люди, которые сделали себя сами. Но всегда говорю, сложновато, с вдохновением. Вот где-то это может совпадать. По этой карте идут люди и очень такие прагматичные, это точно. Но нельзя сказать, что это тот человек, который, знаете, так вот именно путешествует легко по жизни. Поэтому, если эта история какая-то прежняя, то я допускаю, мы все разные, возвращение того человека, который с новым переосмыслением, с новыми мыслями, когда готов где-то, может быть, вкладываться в отношения, возможно, вам помочь чем-то. Тот человек, который вы можете встретить, он вам несет серьезные отношения. И, кстати, финансы это ведь тоже. Вы посмотрите, 3 карты пентаклевые, а 9 кубков это как раз и говорит о том, что да, это все же карта, она больше о финансовом благополучии, она больше о том, что мы изобилие, процветание собственное строим. Но иногда я эту карту называю картой эгоиста. Поэтому у кого-то вот эта карма срабатывает, когда двое отзеркаливают, но может быть в разных временных промежутках. И человек какой-то проходит карму по части собственного эгоизма, я этого тоже не исключаю. Но для вас-то тогда все равно, мои дорогие, здесь какой-то очень хороший сюжет может сложиться. По крайней мере, у вас ведь, нам уже тоже карты говорили, многозадачность, то есть много каких-то проблем нерешенных. И, по крайней мере, идет тот человек, который вам может быть полезен материально. Вот говорю конкретно. Так показывают карты. Это точно. Тот, который вам может, и правда по работе вы можете кого-то встретить. Сложный какой-то у нас такой расклад и необычный. Я, когда увидела 2 кубков, я подумала о том, что, скорее всего, что-то может быть о любви. Но нет, вот посмотрите, мало достаточно карт, практически нет.
И императрица, да, это тоже карта где-то любящего человека, безусловно. Но императрица – это тот человек, который надеется сам на себя. Хотя мы спрашиваем о человеке, но тут у кого-то идет именно разрушение. Мы ведь первый ряд, как сигнификация того, кого вы можете встретить. У человека сложный период трансформации. Но восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И пусть даже, к примеру, история начинается с жизни личной. Но значит, это те отношения, где вы можете себя чувствовать в финансовой безопасности. Или решить какие-то общие темы, которые будут касаться работы, когда вы будете друг другу полезны, мои дорогие, ну, если можно так выразиться. Но это карта рутины. И очень символично мы говорим, король Пентаклей, да, это о надежности. Но это не о вдохновении, это не о бабочках в животе, это не о каких-то восторгах, да, таких вот, но и, может быть, и вам-то этих восторгов не нужно, но вот совместная какую-то надежную дружбу с этим человеком определенно вы можете построить. Поэтому даже если у кого-то совпадет, как я говорила, да, внезапная встреча, а прежде это была какая-то рабочая ситуация. Или пусть это тот просто человек, которого вы знали, и вас как сводят обстоятельства. Или это любовная история. Как ни крути, последний ряд нам четко показал о том, что какая польза, мы спросили. Карты сказали, финансовая, правда? Давайте мы достанем карту совет. Спросим. Карты живут своей жизнью, никогда не знаешь, вот тебе и кто появится в вашей жизни скоро, да? Но это неплохо, может быть, вам посылает судьба даже какую-то непростую историю взаимоотношений, но, видимо, вам на данный период времени это нужно. Совет для вас. Однозначная карта, тут нечего добавить. Праздник после победы. Говорят, лучший враг хорошего. Поэтому я не тяну карты дальше. Да, карта где-то будет подтверждать. Иногда эта карта, мы говорим, дом, да. И здесь у нас тут с башенками прям замок построен, да. Праздник с друзьями, как будто, да, или праздник после победы. И поэтому тут карта очень емкая, которая будет говорить действительно о решении финансовых вопросов, да, раз. Сама по себе карта базиса, вот как раз этой самой уверенности, два. Как будто ваша стратегия, она должна быть направлена сейчас именно на то и на тех, которые вам, как ни странно, могут что-то дать, или с кем у вас может про что-то состояться более конкретное. Тут сейчас и вам как будто не до эмоций. Значит, нужно выровнять какую-то ситуацию, и главное, у вас для этого будут ресурсы. А для кого-то это будет карта действительно означать, может быть, и примирение. Все-таки у нас 2 десятки. И если это касалось прежней личной истории, любовной или семейной истории. Поэтому, ну, видимо, такие метаморфозы жизни вас ожидают. Но как будто нужно воспользоваться, сделать что-то для себя. Даже пусть это будут какие-то, ну, знаете, первые шаги. Или это не про обещания. Здесь нужно, и карта говорит тоже, ты верь не тому, что на словах, а тому, что ты видишь в реальной жизни. Как человек не просто обещает, а как он проявляется. Вот в этом тоже есть совет. Ты сейчас строишь свой собственный фундамент, поэтому замечтаться ты не должна. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за помощь и поддержку моему творчеству, за ваши волшебные и искренние комментарии, которые я всегда с удовольствием читаю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.